Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний прогноз, который вы сейчас увидите, это расклад на первую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что ожидает вас в начале августа, а именно с 1 по 15 августа. Какие карты вам сегодня выпадут, мои дорогие? Я напомню, что это общий прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и будет резонировать с тем, что происходит в вашей жизни и в вашей ситуации непосредственно. Можете описать, если вам захочется, вашу историю, вашу ситуацию в этот период времени, насколько она соответствует тому, что будет представлено сегодня здесь у нас на столе. Также можете оставить лайк под этим видео. Я буду знать, что не зря я его записала. Кто еще не подписан, можете подписаться на мой YouTube-канал. Я буду очень-очень признательна вам за такую активность. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает наших дорогих рыбок. Какие карты вам сегодня выпадают, рыбам. Первая карта, которую мы видим, это карта, потрясающая карта семьи. Да, это карта семейного счастья, но здесь акцент делается больше именно на стабильности семейной, на финансовой стабильности, на ощущении безопасности, которое вы испытываете в вашей семье. Возможно, какие-то вопросы здесь могут решаться касаемо финансов семьи, может быть, там что-то касающееся вашего дома, в котором вы живете со своей семьей, может быть, что-то о покупке недвижимости или каких-то вопросах, связанных с наследием, да, с наследством, с тем, что вы оставите своим детям. Может быть, какие-то вот вопросы, касающиеся пополнения в вашей семье, тоже, потому что это тоже богатство, по сути, да. То есть это все, что вот связано с такими вот вещами, оно здесь может для вас иметь важное значение, для вашего вот этого семейного очага. Какая-то долгосрочная стабильность для вас может играть большую роль. Дальше у вас есть 8 пентаклей, которая такая, да, она больше о методичной работе, о необходимости внимательно, выполняя какие-то детали, выполняя, может быть, тяжелую работу, даже каждодневную работу, но выполняя ее скрупулезно, внимательно, методично, добиваться успешного результата, потому что благодаря этой занятости вы добиваетесь хороших результатов, может быть, получаете деньги, на которые обеспечиваете, там, содержите свою семью. В любом случае, это занятость, которая вам идет как будто бы с каким-то результатом. Ну и удача, которая на вашей стороне здесь находится. Вы можете наблюдать какую-то благоприятную ситуацию в вашей семье, потому что 8 пентаклей — это еще как оцениваю, наблюдаю, смотрю, да, смотрю за тем, что происходит там в моей семье, насколько все успешно. В любом случае достаточно хорошая тоже карта. Ну, дальше. Посмотрите, 10 кубков. Еще одна десятка, и тут она, прям показывает счастливую семейную пару с детьми. Там радуга в виде этих кубков, такая, знаете, на небе. То есть, да, это все, что касается счастья, семейного счастья в первую очередь, вашего душевного спокойствия, благополучия и вот всего, что связано с радостным каким-то событием в вашей семье, какими-то радостными вещами, которые вас одухотворяют. Да, что-то вот такое настолько позитивное, хорошее, светлое по 10 кубков. Это как вот дом счастливый, да, за заборчиком белым, и там бегают дети счастливые, да, то есть это как завершение цикла, где вы хотели жить долго и счастливо, да, и в горе, и в радости. Вот это, собственно, вот то ваше окружение, в котором вы чувствуете себя комфортно, уютно, окружение ваших близких. Очень-очень хорошая, прекрасная, просто замечательная карта, которая дополняет эти карты и говорит о такой стабильности, безопасности, о том, что вы прикладываете усилия для того, чтобы у вас такая ситуация, соответственно, была. Потрясающе, просто замечательно. Причем тут карта отшельника в итоге у вас следующая выпадает, и она как будто в общий контекст немного не вписывается, потому что, возможно, вам нужно будет немножечко отступить назад и
вот о чем-то поразмышлять, подумать, осознать, возможно, по отшельнику, разобраться в каких-то вопросах и отстраниться от шума повседневной жизни, возможно, так. Ну, это не думаю, что прям совсем изоляция из-за того, что вы там чем-то расстроены, нет, это скорее такая вот ваша стратегия, что счастье любит тишину, да, вот как-то вот так успокоиться, отступить назад, вот как-то вот в таком вот состоянии умиротворения, спокойствия и мудрости проживать этот период, потому что отшельник, он о всем, что касается вот такого пути развития сознания, о мудрости, о каком-то духовном росте, который вы здесь проживаете, также опыте, который вы получаете вот в этой вот ситуации, в которой находитесь. Опять-таки, но она у вас, скорее всего, достаточно хорошая. Ну, ничего такого. Карта правосудия здесь же. Ну, давайте посмотрим, что здесь. И карта девятка. Еще одна девятка пентаклей. Также восьмерка, девятка есть пентаклей, десятка пентаклей. В целом здесь вот такое ощущение самодостаточности есть, даже роскоши какой-то или чувство удовлетворения тем, что вы имеете, что вы работали над чем-то, получили результат, что вы его заслужили, и вы себя комфортно достаточно чувствуете. И в том социуме, в том окружении, в котором вы находитесь, вы чувствуете себя человеком, которого уважают, и вы выбираете себе компанию людей, которые, соответственно, тоже вас ценят и которые считаются с вами в соответствии с вашими заслугами. Но в любом случае здесь вот эти карты, которые вот здесь вот у вас есть, они как будто немножечко с этой картой правосудия, с отшельником, возможно, указывают на то, что вам нужно будет сделать шаг назад и обдумать какую-то ситуацию, может быть, серьезно пересмотреть какие-то вопросы, касающиеся баланса, потому что здесь есть весы на этой карте правосудия. Возможно, вам здесь нужно будет какую-то кармическую ситуацию выровнять по правосудию. Кто-то из вас может проводить время в режиме такой отстраненности, уединения, может быть, вы просто вот хотите как будто бы, да, немножечко отдохнуть, и поэтому здесь карта отшельника, но опять-таки с правосудием, такой картой справедливости, правды, честности, вы пытаетесь поразмышлять над тем, что правильно, как поступить правильно, какие изменения, может быть, нужно внести или какие действия дальше, да, предпринимать, чтобы сохранять гармонию с внешним миром, с вашими близкими. Ну и также, так как я говорила, что десятка пентаклей — это карта наследия, карта денег, семейных денег, финансов, и десятка кубков здесь делает акцент на семью, то здесь вместе с отшельником и правосудием может речь идти о действительно каком-то наследстве, наследовании, завещании, вот о каких-то таких вещах, о том, что вы можете думать о том, что вы оставите детям, вот, или можете с своей семьей, вот там с детьми обсуждать вопросы внуков, допустим, когда вам родят, вот внуков, да, то есть подарят. То есть вы как будто вот думаете об этом, думаете о продолжении рода, о том, вот что вы оставите, какое наследие. Вот у вас много прям вот этих размышлений. И по правосудию здесь может быть кто-то в семье с вами немножечко не согласен, но вы доказываете свою точку зрения, то есть отстаиваете ее, объясняете ее, аргументируете по правосудию, да, то есть как-то вот так вот. То есть здесь для вас очень важны вот эти ваши ценности, то, что вам дорого, и вы отстаиваете свою позицию. Возможно, у кого-то здесь какие-то другие юридические вопросы или какие-то другие договорные вопросы возникают, которые связаны с, может быть, семьей или с деньгами, но в любом случае вы стараетесь продумать и занять такую максимально выигрышную, хорошую стратегию. Поэтому карта отшельника, то есть разобраться в себе, разобраться в том, что для вас важно, найти этот свет вот во всем происходящем с этим фонарем. Следующая карта у вас карта страшного суда. И карта Иерофанта, кстати, опять-таки акцент на семью, потому что для меня Иерофант — это все, что связано с браком, это все, что связано с традициями, которыми вы руководствуетесь, которым вы следуете по Иерофанту. И страшный суд — это, по сути, все, что связано с суждением, опять-таки правосудие, да, и суд. Все, что связано с тем, что вы обсуждаете какие-то темы, рассуждаете на них. Возможно, вы как будто что-то здесь меняете в своей семье,
Здесь какое-то духовное возрождение происходит, у вас что-то меняется. И с этой энергией отшельника вы как будто в себе что-то пересматриваете и поднимаетесь на новый уровень, чтобы двигаться совершенно в другом направлении уже и по-другому смотреть просто на вещи даже. Да, но в целом-то все вокруг вас хорошо достаточно по страшному суду. Возможно, здесь какие-то вопросы поднимаются, которые раньше вот откладывались на потом в долгий ящик. Вот здесь вот они напоминают о себе. Это касается опять-таки вашей семьи или денег, финансов вашей семьи. В любом случае вам нужно здесь подумать, возможно, о том, чтобы внести какие-то изменения в вашей жизни. Может быть, здесь что-то перевернуть сверх, да, с ног на голову, вот как-то так в вашей жизни какие-то, в какой-то сфере что-то кардинально поменять. Может быть, здесь вы получаете по страшному суду что-то, что вы заслужили тоже по страшному суду. Это получение по заслугам. То есть если вы над чем-то трудились, чего-то сильно хотели, пытались этого достичь, возможно, здесь вы сможете это получить. Здесь как получение желаемого. И иерофант — это традиционная мудрость. Это мудрость и какое-то, может быть, духовное наставничество, которое вы получаете от кого-нибудь, может быть, из старших родственников, либо вы здесь прислушиваетесь к какому-нибудь наставнику, советчику, соответственно, который вам подсказывает здесь правильный путь, как лучше поступить, как правильнее поступить, опять-таки в каком-то вопросе, который касается, скорее вот семьи. Десятка кубков есть, десятка пентаклей, то есть какого-то вопроса семейного. Давайте посмотрим еще, что здесь. Семерка пентаклей. Возможно, нужно быть немножечко в этот период экономнее или более практичными. Может быть, знаете, как по отшельнику такая аскеза. Больше духовной пищи, меньше каких-то вот практичных таких, вернее, материальных вещей, да, должно быть у вас здесь в приоритете. Возможно, вы здесь, может быть, здесь, знаете, даже для кого-то, учитывая то, что у вас здесь есть карта правосудия и очень много карт, которые говорят о работе, восьмерка пентаклей, девятка пентаклей, успешной работе. Может быть, вы какой-то семейный бизнес открываете, какие-то документы, соответственно, здесь оформляете, подписываете. И к этому, чтобы прийти, нужно очень много размышлять, думать, взвешивать эту ситуацию. И да, это кардинально меняет там ваш жизненный уклад и уклад вашей семьи. Плюс семерка пентаклей позволяет как будто бы задуматься о том, справитесь ли вы с этими вот своими планами. Возможно, сейчас нужно на чем-то подэкономить, потому что вы во что-то вкладываетесь, да, и потом это даст хорошие результаты и плоды, но не прямо сейчас, не прямо сей секунд. Но вы об этом можете думать, и поэтому семерка пентаклей. То есть как будто бы вы смотрите в перспективу, понимаете, что что-то нужно будет подождать. Это результат, которого нужно будет подождать, то есть не сразу вы его получаете. Вы над чем-то сейчас работаете, или вы наблюдаете за какой-то ситуацией, которая происходит там в жизни вашей семьи. И она, скорее всего, позитивная и радостная, и она соответствует вашим взглядам и нормам традиционным, но при этом нужно подождать. То есть вы как будто бы понимаете, что нужно набраться терпения. Тут же по карте принцесса Пентакли, это опять-таки Пентакли, это какая-то хорошая для вас возможность, это какой-то хороший для вас шанс, который вам выпадает, и вы здесь уделяете свое время тому, чтобы этот шанс использовать. Может быть, если открываете свой бизнес, допустим, много пытаетесь разобраться в этих вопросах, изучить какие-то вопросы для вас здесь важны для того, чтобы добиться, соответственно, этого успеха, или усердно занимаетесь здесь этой работой. Но в любом случае вы готовы это новое в свою жизнь принять. И вы вот находиться можете на этапе такой оценки, как много я уже сделал, что мне еще нужно сделать, над чем еще нужно будет поработать, да, сколько еще усилий вложить. То есть вот вы как будто бы думаете, во что дальше направлять или вкладывать свои силы, соответственно. Поэтому, карта на
самом деле достаточно хорошее. И с вот этой картой пажа Пентаклей какая-то, вот знаете, как сообщение выгодное получаете или предложение, которое здесь к вам приходит, и оно, да, скорее всего, говорит о том, что нужно больше решительности и смелости. Не нужно упускать эту возможность, ее нужно использовать. Кстати, может быть, здесь какое-то важное значение для вас имеет кто-то земного знака зодиака, рыбы. Обратите внимание, потому что очень много тельцов, дев, может быть, козероги, да, поэтому обратите внимание на такие знаки зодиака, если они есть в вашем окружении. Давайте посмотрим следующую. Под десяткой кубков у нас карта туза жезлов есть, как карта важного нового начинания. Опять-таки это важное начинание, которое повлияет на вашу семью, либо это какое-то важное начинание, которое происходит в вашей семье, там у кого-то из ваших близких, там у ваших детей. То есть вот что-то такое, какое-то важное новое начало или какая-то важная перемена или хорошая возможность, которая здесь возникает, и это дает силы и уверенность в том, что вы совсем справитесь, что все получится. Может быть, опять-таки здесь речь может идти про наследство. Туз жезлов может об этом говорить, кстати. По тузу жезлов можно говорить о каком-то наследовании. И опять-таки с пажом Пентаклей, который здесь есть, это совершенно такой конкретный как бы шанс что-то начать. То есть вам дается какая-то выгодная возможность, что-то новое, новое начало или новый способ что-то делать, и вы как будто бы должны его принять, этот шанс, и использовать это новое начало, и начать этот новый путь, как будто бы посеять семена, чтобы потом получить хороший урожай. Поэтому здесь очень хороший потенциал для роста, для того, чтобы вот делая какие-то начальные шаги здесь, прийти к очень хорошему на самом деле результату для вас. Ну, давайте посмотрим дальше, что еще. Есть пятерка жезлов, есть карта звезда, то есть борьба на результат, нацеленность на результат, на получение важного, что вы себе наметили. Карта принца мечей тоже и карта верховная жрица. Ну, в целом можно говорить о том, что да, вы можете сталкиваться с определенными, может быть, препятствиями, сложностями с какими-то, да. Возможно, здесь с этим рыцарем мечей, вот который здесь есть верховной жрицей. Кстати, воздушные знаки тоже могут иметь место, весы, близнецы, водолеи, так как они здесь выпали. Кстати, и звезда, да, в водолеях. В принципе, эти карты вот с пятеркой жезлов, с принцем мечей показывают вот такую вашу настойчивость в чем-то, желание действовать, и напористость, и понимание, что даже если возникать будут какие-то сложности, какие-то спорные, сложные вопросы, вы придете к балансу и равновесию, вы сможете договориться, там, отстоять свою позицию, свою точку зрения, потому что это ваша какая-то главная цель. Плюс здесь у вас есть прям серьезная возможность, да, и надежда на то, чтобы исцелиться. И поэтому здесь эта карта звезда есть, то есть вас что-то очень сильно вдохновляет, поэтому вы здесь активно действуете, уверенные в своей правде. Вы хотите что-то вот при этом эту активность как-то уравновесить со своей интуицией, со своим внутренним чутьем, потому что принц мечей, он очень активный, деятельный, может быть даже агрессивный немножечко, то есть он прям стремится вперед, и мало здесь, мало как будто бы не то чтобы тормозить, да, вот он не особо чувствует, вот он видит цель, вижу цель, не вижу препятствий, да, а верховная жрица и отшельник, они говорят, что все-таки нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу, к интуиции и к, опять-таки, тем знаниям, которые у вас уже есть. То есть сбалансировать эти вещи для того, чтобы действовать, а не просто слепо бросаться вперед. Поэтому здесь, собственно, и пятерка жезлов есть также. Но в любом случае достаточно хорошие карты у вас здесь выпадают, рыбки. С этим я вас поздравляю сегодня. Желаю вам всем всего самого наилучшего в ближайшие эти 2 недели, которые вас ожидают. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Не забудьте поделиться этим видео, если вы считаете, что кому-нибудь из ваших рыбок знакомых это видео подходит. До скорого!